С вами доктор Кострик. Продолжаем говорить вместе с вами о проблемах со здоровьем, причинах и, конечно же, лечении. Спасибо, что остаетесь с нами на канале доктор Кострик. Уже немало информации, которая может вас заинтересовать. Впереди еще больше. Смотрите видео, задавайте вопросы в комментариях. Очень быстро стараюсь отвечать на них, так как нельзя медлить со здоровьем. Тема сегодняшней нашей встречи – диета для потенции. Какие продукты следует употреблять чаще, а от каких желательно отказаться. Как повысить потенцию с помощью продуктов питания, стимуляторы и афродизиаки. Потенция, а также способность мужчины к зачатию, например, качество спермы, зависит от многих факторов, включая генетику, здоровье, но также в значительной степени и от факторов окружающей среды, таких как стресс, питание, образ жизни и вредные привычки. Избыточная масса тела, избыточный вес или ожирение может способствовать возникновению многих заболеваний и влиять на общее состояние здоровья, включая потенцию и снижение фертильности. Правильно сбалансированная диета в данном случае в сочетании с соответствующей физической активностью имеет решающее значение для достижения здорового веса тела человека. Регулярная физическая активность также эффективно помогает снизить стресс и улучшает функционирование всего организма. Некоторые неправильные привычки в питании, особенно если они сохраняются в течение длительного периода времени, могут оказывать негативное влияние на общее состояние здоровья и способствовать снижению работоспособности всего организма и, следовательно, той же сексуальной активности. Для повышения потенции рекомендуется употреблять продукты, богатые витаминами, минералами и полезными жирными кислотами, а также продукты, улучшающие кровообращение. Особое внимание стоит уделить жирной рыбе. Лосось, скумбрия, морепродуктам устрицы, красная икра, орехам, таким как грецкие, миндаль, кешью, а также овощам и фруктам, гранат, особенно шпинат, петрушка. Важно также избегать продуктов, негативно влияющих на потенцию, таких как фастфуды, колбасные изделия, трансжиры и чрезмерное употребление алкоголя. В своем рационе следует ограничить животные жиры, содержащие так называемые насыщенные жирные кислоты. Насыщенные жирные кислоты повышают уровень холестерина, оказывают такое противовоспалительное действие и повышают свертываемость крови, тем самым способствуя развитию атеросклероза. Атеросклероз представляет угрозу не только для сексуальной функции мужчин, но прежде всего он вызывает ишемическую болезнь сердца, является причиной инфарктов и инсультов. Большое количество насыщенных жирных кислот содержится в продуктах, которые содержат животные жиры, таких как жирное мясо, жирное сало, сливочное масло, бекон, желтый и плавленый сыр, жирное молоко, а также пальмовое, кокосовое масло. Необходимо также ограничить так называемые трансжирные кислоты, содержащиеся в некоторых сладостях, например, печенье, вафли, батончики, которые имеют схожие побочные эффекты. Однако очень важно обеспечивать организм достаточным количеством незаменимых полиненасыщенных жирных кислот, особенно из семейства омега-3, поскольку они снижают риск атеросклероза за счет снижения свертываемости крови и содержания триглицеридов. Хорошими источниками жирных кислот омега-3 являются жирная морская рыба, например, скумбрия, лосось, сельдь, палтус, а также соевое, льняное и рапсовое масло. Еще раз повторюсь: лосось, скумбрия, сардины, тунец, анчоусы, сельдь, нерка богаты омега-3 жирными кислотами, витаминами группами В, магнием, селеном, белком, которые положительно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы и выработку тестостерона. Устрицы, красная икра, печень трески,
содержат цинк, необходимый для выработки тестостерона. Грецкие орехи, миндаль, кедровые орехи, фундук, тыквенные семечки, богаты витамином Е, цинком, магнием, омега-3 жирными кислотами, которые важны для здоровья мужской репродуктивной системы. Гранат, петрушка, шпинат, сельдерей, спаржа, имбирь, репа, авокадо, бананы. Цитрусовые ягоды, богатые антиоксидантами, улучшающими кровообращение. Имбирь ускоряет кровообращение и повышает уровень тестостерона. Яичный желток, твердый сыр, творог, кефир, темный шоколад, мед, чеснок, лук также положительно влияют на мужское здоровье. Стоит включать в каждый прием пищи так называемые зерновые продукты грубого помола. Например, хлеб грубого помола, цельнозерновой хлеб, натуральные злаки, овес и ячмень, бурый рис, макароны грубого помола, крупы. Помимо углеводов, которые являются источником энергии, эти продукты содержат витамины группы В и очень важные минералы, в том числе магний, цинк и железо. Мы также не должны забывать обеспечивать организм необходимым количеством витаминов и минералов в виде овощей и фруктов. Овощи и фрукты следует включать в каждый прием пищи. Орехи также полезны для здоровья, поскольку содержат множество ценных минералов и полезных ненасыщенных жирных кислот. Стоит не забывать о том, что рацион мужчины, на рацион мужчины влияет не только его общее состояние здоровья, а также нужно поддерживать физическую форму и состояние здорового такого мужчины. При оценке качества спермы учитывают количество сперматозоидов и их качество. Низкое количество спермы является причиной снижения мужской фертильности. Среди минералов, влияющих на мужскую фертильность, особого внимания заслуживает цинк. На сперматогенез влияет. Он входит в состав семенной жидкости и влияет на качество спермы. Дефицит может вызвать бесплодие у мужчин. Цинк необходим для правильного синтеза тестостерона и сперматогенеза, то есть процесса образования и созревания сперматозоидов. Он содержится в таких продуктах, как рыба, морепродукты, нежирное мясо, яйца, продукты грубого помола, овсяные отруби, например, гречка, цельнозерновой хлеб, бобовые и орехи. Длительное и чрезмерное употребление стимуляторов также может привести к проблемам со здоровьем. Стоит избегать употребления алкоголя, который при чрезмерном употреблении способствует ослаблению потенции. Курение приводит к образованию большого количества свободных кислотных радикалов, которые могут повреждать клетки организма, в том числе мужские репродуктивные клетки. А влияние на потенцию приписывают и различным продуктам питания, которые называются афродизиаками. Мнения относительно списка и действия афродизиаков расходятся. Их действие, как правило, не подтверждено научно, хотя они уже давно используются в различных культурах. Такими свойствами могут обладать, например, морепродукты, те же устрицы, креветки, кальмары, а также рыба, вероятно, из-за высокого содержания цинка. Также стоит включить в свой рацион семена тыквы и орехи, богатые минеральными и незаменимыми ненасыщенными жирными кислотами. Из овощей стоит отметить сельдерей, который стоит включить в салат, стимулирующий либидо, а также баклажаны и корень петрушки. Фрукты включают бананы, авокадо, дыни и ананасы. Если говорить о сладостях, то это может быть темный шоколад, содержащий много флавоноидов, которые обладают антиоксидантными свойствами, которые полезны для состояния организма. Благотворное воздействие оказывают также специи, которые согревают, стимулируют и улучшают кровообращение, такие как карри, имбирь, корица, чили, красный перец, гвоздика, можжевельник и кардамон. В качестве поддержки можно использовать различные травы, такие как женьшень, гуарана, которая оказывает стимулирующее действие и улучшает состояние, гинго или любисток,
Например, считается, что плоды травы якорцы стелющиеся регулируют работу гормонов, отвечающих за повышение физической работоспособности, укрепление организма и повышение либидо. Среди трав, используемых для улучшения потенции, наиболее популярными, кроме якорцов стелющихся, эту траву еще называют трибулус, считается корень женьшеня, мака перуанская, иван-чай, он же кипрей, горянка, эпимедиум и ливзея моралий, корень еще его называют. Также положительное влияние на потенцию оказывают ромашка аптечная, календула лекарственная, эхиноцея пурпурная, зверобой продырявленный, дивясил, ярутка полевая и лимонник китайский. Лучше всего приобретать растительные препараты в аптеках, так как там есть гарантия их одобрения к продаже и безопасности. Применение перечисленных выше принципов рационального питания ежедневно поможет поддержать правильное состояние организма и может предотвратить многие заболевания. Однако в случае имеющихся проблем с потенцией, помимо изменения образа жизни, стоит обратиться за медицинской помощью для диагностики и устранения других причин расстройств. Фастфуд и полуфабрикаты. Они снижают уровень тестостерона и ухудшают общее состояние здоровья. Колбасные изделия содержат большое количество трансжиров и консервантов, негативно влияющих на кровеносные сосуды и гормональный баланс. Проблемы с эрекцией являются ранним симптомом серьезных заболеваний. Они появляются в самом начале. Проблемы с эрекцией могут быть признаком диабета, гипертонии, заболеваний сердца и даже слабоумия. К таким выводам пришли американские ученые, которые обследовали группу мужчин старше 56 лет. Они полагают, что эректильная дисфункция может быть первым признаком приближающегося слабоумия и других заболеваний, таких как диабет или гипертония. Врачи рекомендуют мужчинам с проблемами эрекции обратиться в клинику, чтобы диагностировать причину и назначить соответствующее лечение. Эксперты подчеркивают, что нарушение потенции не следует считать чем-то нормальным и естественным даже после 60 лет. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего решили более подробно изучить более 800 мужчин. Их средний возраст на момент начала исследования составлял 56 лет. Целью данного эксперимента было найти связь между эрекцией, сексуальным удовлетворением, памятью и мышлением. Для этого среди участников были проведены тесты на память и скорость обработки информации. Мужчинам также пришлось заполнить анкеты относительно эрекции и сексуального удовлетворения. Исследование проводилось в этой группе трижды, когда мужчинам было 56, 61 и 68 лет. Исследователи отметили, что мужчины с эректильной дисфункцией в возрасте 56 лет гораздо чаще показывали плохие результаты в тестах на память и скорость обработки информации. Последующие этапы исследования показали, что у мужчин этой группы наблюдалось более выраженное и быстрое снижение памяти. Исследование показало, что проблемы с эрекцией связаны со снижением памяти. Полученные результаты свидетельствуют о том, что пренебрежение этим аспектом сексуального здоровья может способствовать нарушению когнитивных функций и развитию деменции у мужчин. Хотя результаты исследования очевидны, ученые не могут точно объяснить связь между проблемами потенции и повышенным риском слабоумия. Однако у них есть свои предположения. Вероятно, это связано с микрососудистыми изменениями в стенках мелких кровеносных сосудов, которые важны как для здоровья полового члена, так и для когнитивной функции. Ученые сходятся во мнении, что проблемы с эрекцией следует рассматривать как ранний сигнал плохого когнитивного, физического и психического здоровья у мужчин. Они являются еще
появляются еще до появления первых симптомов, связанных с конкретным заболеванием. 60 – это новые 30. Эректильная дисфункция не может считаться чем-то нормальным в определенном возрасте. Если возникла проблема, ее необходимо диагностировать как можно быстрее и начать лечение. Если вы заметили проблемы с эрекцией, даже незначительные изменения, обратитесь к доктору, который поможет вам исключить многочисленные возможные причины этих проблем и разработать план лечения. Мужчинам следует обратиться к врачу общей практики, если они впервые заметили проблемы с достижением или поддержанием эрекции. Эректильная дисфункция часто является результатом повышенного артериального давления, заболеваний сердца или сахарного диабета, о которых пациент может еще даже и не знать. Эти заболевания, которые необходимо диагностировать и лечить, чтобы предотвратить более серьезный ущерб мужскому здоровью. Мы говорим об эректильной дисфункции, когда мужчина не может достичь или поддерживать эрекцию. Эти проблемы часто сопровождаются дискомфортом и проблемами во взаимоотношениях, поскольку эректильная дисфункция делает невозможным или затрудняет удовлетворительный половой акт. Риск возникновения проблем с потенцией увеличивается у мужчин, которые ведут малоподвижный образ жизни. Они перерабатывают, и живут в постоянном стрессе. Они курят, они употребляют алкоголь, наркотики, они страдают ожирением. Наибольший процент пациентов – это люди старше 60 лет. Но у молодых мужчин, даже старше 20 лет, могут возникать проблемы с эрекцией. К сожалению, но это так бывает. Эректильная дисфункция также может иметь психогенное происхождение. Не нужно об этом забывать. Заболевания, вызывающие импотенцию, включают диабет, избыток холестерина в крови, заболевания щитовидной железы, гипертонию, атеросклероз, гиперпролактинемию, дефицит тестостерона, депрессию, рассеянный склероз, инсульт, печёночную недостаточность, почечную недостаточность, апноэ во сне, обструктивную болезнь легких, болезнь Пейрони. Для диагностики причин нарушения потенции проводится ряд анализов крови. При необходимости диагностика расширяется за счет урологических исследований и УЗИ сосудов полового члена. А я еще раз напоминаю, не все диеты полезны и безопасны для нашего организма. Перед началом любой диеты рекомендуется проконсультироваться с доктором, даже если у вас нет никаких проблем со здоровьем. Выбирая диету, никогда не следуйте современным тенденциям. Помните, что некоторые диеты, в том числе бедные отдельными питательными веществами или резко ограничивающие калории, монодиеты могут быть разрушительными для организма, и они могут нести риск возникновения расстройств пищевого поведения, а также могут вызывать повышение аппетита, способствуя ему быстрому возврату к прежнему весу. Была ли полезная информация для вас? Пишите в комментариях. Будьте здоровы! До новых встреч!